Всем привет! Сегодня рассмотрим такую тему, как магазины для автомата Калашникова, сравним их между собой, а также выясним, какие же магазины являются лучшими. Итак, магазином является емкость, в которой размещаются патроны для огнестрельного многозарядного оружия, ведь изначальное значение этого слова – хранилище-склад. Чаще всего конструкцией магазина является пружинный механизм, который подталкивает патроны к линии досылания. Различают магазины отъемные и магазины неотъемные. Снаряжение патронами происходит по одному патрону по обойме или пачке. Очень популярна классификация магазина для автоматов по внешнему виду. Дисковые, шнековые, трубчатые, коробчатые и другие. Данный магазин Сайгид-12 коробчатого типа. Самый популярный магазин автомата Калашникова коробчатого типа двухрядный. Также его называют рожком. Сразу скажу, что магазины Калашникова одного калибра взаимозаменяемы. Почему я не сказал автомата? Да потому что к автомату подходят и магазины от РПК ручного пулемета Калашникова, и наоборот. Начнем наш обзор с штатного магазина КК-47 стального гладкого. Магазин разработан в 1946 году. На сегодняшний день он достаточно редкий, но в африканских странах, на Ближнем Востоке и не только, его до сих пор используют при ведении боевых действий. Вместимость 30 патронов. Это родоначальник магазинов для автомата Калашникова. На его базе в дальнейшем оружейники в Туле и Ижевске ломали голову, как улучшить эргономичность магазина и уменьшить его вес. Достоинства магазина. Особых достоинств у данного магазина нет, разве что самый прочный, но он и самый тяжелый. Назовем его дедушкой всего семейства магазинов автомата Калашникова. Недостатки. Вес без патрона 400 грамм. Он гладкий в бою. Есть шанс случайно выронить из рук. Кроме того, стальной магазин подвержен ржавению. Так как мы пошли по хронологии создания магазина, следующий магазин это стальной ребристый. Данный магазин создан в 1959 году уже для автомата Калашникова модернизированного. АКМ. Аналогичный гладкому магазину, только с ребристыми краями. В отличие от гладкого, он легкосплавный. Из достоинств можно выделить: прочный, может выдержать любой удар. Имеют ребристую поверхность, что позитивно сказывается на эргономике и удержании магазина. Недостаток 1. Вес. Его вес 320 грамм. Ну и так же, как и гладкий, он подвержен ржавению при неблагоприятных условиях хранения. Следующий у нас алюминиевый магазин. На сегодняшний день магазин достаточно редкий. Этот магазин создан для АКМС со складным вниз прикладом в 1959 году. Так называемый десантный вариант. Почему десантный вариант? Данный автомат предназначался для вооружения ВДВ и частей специального назначения. Поэтому для облегчения нагрузки при десантировании был создан данный магазин. Представьте десантника, у которого парашют, разгрузка и, допустим, 6 рожков. А если сравнивать весе алюминий и сталь, то разница существенная. Данный магазин самый легкий среди остальных магазинов. Вес всего лишь 170 грамм. Это его преимущество. Зато в нем и достаточно недостатков. Он хрупкий, так как алюминий не твердый металл. Поэтому магазин может прогнуться. При ударе могут образоваться вмятины. Краска на нем держится плохо. Зато он не ржавеет по сравнению с остальными. Данный магазин массово в армию не пошел в связи с недостатком прочности и появлением бакелитового магазина. Как вы уже поняли, дальше у нас самый популярный во всем мире, наравне с остальным, это рыжий рожок, он же бакелитовый магазин. Бакелит – это материал, образуемый путем начального этапа синтеза смолы. Данный материал хорошо сопротивляется давлению, трению, толчкам и ударам. Щелочи и кислоты на бакелит не действуют. Он устойчив к температуре до 300 градусов Цельсия. Для 7,62×39 основной цвет бакелитового магазина оранжевый. Для 5,45 калибра сливовый и черный. Недостатком данного магазина является только его расцветка. Оранжевый цвет демаскирует, но это решается с помощью камуфляжной ленты либо краски. Вот, например, как здесь. Камуфляжная лента. В остальном, это отличный магазин, его вес 240 грамм. Также достоинством у него, в отличие от других, является лучшее примыкание
горловине по сравнению с другими магазинами. Следующий магазин барабанного типа от ручного пулемета Калашникова. В народе бубен либо улитка. Он является одним из самых известных, поэтому очень часто можно видеть, как бойцы и люди, работающие в военной отрасли, хотят купить барабанный магазин для АКМ. Причин несколько. Во-первых, это антураж. С данным магазином автомат выглядит агрессивнее. С ним будете походить на гангстерам времен Аль Капоне с Томпсонами и дисковыми магазинами. Но это не главное. Главное, это его вместимость целых 75 патронов. Это в 2,5 раза больше, чем в обычном рожке. Он крепкий. И в отличие от рожков на 40 патронов не выпирает в длину. Но его преимущество нивелируется его недостатками. Во-первых, он тяжелый. Полностью снаряженный вес около 1,5 кг, без патронов 900 грамм. В обороне неплохо его использовать сошек, а если в атаке? Второй минус – долгая зарядка. Чтобы зарядить, нужно поднять флажок и вложить патрон. И так 75 раз. В бою, когда трясутся руки, это не так просто сделать по сравнению с обычным коробчатым. Еще бубен увеличивает поперечный габарит и шумит при перемещениях. Это без патронов, а с патронами он еще громче шумит. Во время войны в Афганистане данные магазины пользовались популярностью. А во время Чеченской войны чеченцы за один бубен давали 10 рожков. Существует также китайский вариант на 100 патронов. В отличие от этого штатного армейского, задняя крышка китайского открывается и туда в пазы вкладываются патроны. Но китайский вариант на любителя. В боевых условиях вовнутрь может попасть грязь и механизм попросту заклинит. Поэтому советую данный вариант на 75 патронов. Советские оружейники знали, что делали. Также считаю, что в коллекции владельцев автомата Калашникова обязательно должен присутствовать данный магазин. Тем более, что их на складах все меньше, и их цена пропорционально растет. Американские аналоги бубнов на АК стоят от $200 и выше. Следующий магазин американского производителя Тапка изготовлен из прочного полимера, поверхность текстурирована. Что интересно, в странах СНГ все владельцы АК хотят иметь магазин Тапка, а в США наоборот, популярны советские магазины. Преимущество. Тот же бакелитовый магазин на ощупь, только немного легче, имеет более тактический и современный вид. Прошел разные испытания американцами, побывал под колесами Хаммера, на нем прыгали, сбрасывали с высоты. В общем, тестировали в различных экстремальных условиях. Магазин крепкий и в основном выдерживает различные экзекуции. Хотя в интернете легко можно найти фото сломанных магазинов, но это скорее исключение, чем правило. Вес всего 190 грамм, что на 20 грамм больше, чем десантный вариант, но в отличие от десантного, он гораздо крепче. Скажу про недостатки магазина. Первое, это его высокая цена, $10 США, а у нас умножайте на 2. Второе, например, у меня он неплотно примыкает к горловине и ходит по сторонам. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот ходит по сторонам. Остальные магазины более плотно сидят. Кроме того, существуют укороченные варианты магазинов АК на 20, 10 и 5 патронов. Эти магазины пилятся с обычных 30-ок. Вот этот, например, на 5 патронов очень удобен для пристрелок в тире. Пару слов скажу об магазинах РПК на 40 патронов. У меня в коллекции их нет по нескольким причинам. Первое, это наличие бубна. Второе, отсутствие соответствующих высоких подсумков на разгрузке. Хочу отметить, что бакелитовые магазины под РПК 7,62х39 не выпускались. Только под калибр 5,45. Для 7,62х39 выпускались только металлические стальные ребристые такого типа. На сегодняшний день можете встретить и бакелитовые, но остерегайтесь подделок. Бывает, просто склеивают два бакелитовых магазина на 30 патронов и получается один на 40 патронов. Таким образом.
Данные магазины по отзывам неплохие, в спарке 80 патронов с 2 магазинов, это фактически вместимость того же бубна. Итак, по результатам сравнения магазина ВК, лучшим, по моему мнению, по критериям цена-качество, вес, эргономика примыкания является бакелитовый магазин. Теперь небольшое отступление по подаче пули с магазина. Следует отметить, что с пулями, имеющими заостренную носовую часть, цельнометаллическую оболочку, проще говоря, FMG Full Metal Jacket, на которое оружие было рассчитано изначально, проблем с подачей нет. А при использовании охотничьих вариантах системы Калашникова мягких охотничьих полуоболочных пуль, либо экспансивных Hollow Point, Soft Point с округлым носком, порой проходят утыкание. Хотя у меня лично проблем с подачей такого типа пуль нет. Пару слов о клеймах магазинов. В бакелитовых магазинах вам может встретиться маркировка «Звезда». И в другом магазине «Стрела в треугольнике». Все очень просто. Вертикальная стрела с оперением, вписанная в треугольник, отличительная маркировка продукции завода «Ижмаш» в Ижевске. Сейчас концерт Калашников. А пятиконечная звезда – отличительная маркировка продукции завода Тульского оружейного, он же ТОС. На этом я буду заканчивать. Говорить про магазины еще можно очень долго, но основные моменты, я надеюсь, довел до вашего сведения. Если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Смотрите мои другие видео. Всем пока.